Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату. В этом мастер-классе я покажу, как из полимерной глины сделать интересный полый кулон-совушку. Приступаем к работе. Раскатываю пласт полимерной глины Fima Effect синего цвета. Беру текстурный лист и слегка смачиваю его водой. Кладу лист на пласт глины и хорошо прижимаю его к пластике. Можно прикатать лист скалочкой. В результате на глине появился красивый оттиск. Теперь мне понадобится круглая формочка. Размещаю формочку на пласте глины с оттиском. Лишнюю пластику отрезаю. Переворачиваю формочку с пластикой и начинаю вдавливать глину внутрь каттера. Делаю это очень аккуратно, чтобы не порвать пласт глины. Раскатываю еще один пласт полимерной глины синего цвета. Размещаю на нем формочку с пластикой и хорошо надавливаю. После чего аккуратно извлекаю детали с формочки. Делаю это очень осторожно, чтобы не помять глину. В результате у меня получилась полая круглая деталь. Той же формочкой отрезаю от этой детали небольшую часть. Таким образом у полой детали появились ушки. Теперь займусь тонировкой. Для этого мне понадобится металлизированная пудра бронзового цвета. Пальцем набираю небольшое количество пудры и легкими движениями втираю ее в глину. Наношу пудру на выпуклые участки рисунка. Тонирую также и боковую часть полой детали. Раскатываю небольшой пласт полимерной глины золотого цвета. Теперь мне понадобится одна из частей металлической клепки, которая крепится к одежде в качестве застежки. Купить такие клепки можно в любом отделе швейной фурнитуры. С помощью этой клепки делаю на глине два оттиска. Это будущие глазки совы. Вырезаю их с помощью люверса. Вот что у меня в результате получилось. Снова раскатываю пласт полимерной глины золотого цвета. Теперь мне понадобится небольшой каттер в форме капельки. С помощью него вырезаю две детали. Это будут крылышки. На полую деталь наношу Fima гель, приклеиваю глазки и крылышки. Раскатываю еще один пласт полимерной глины золотого цвета. Беру металлическую формочку с краями-уголочками. Кладу ее на пласт глины золотого цвета и вырезаю деталь. Выбираю наиболее аккуратный уголочек и отрезаю его лезвием. С противоположной стороны отрезаю пластику таким образом, чтобы получился еще один уголочек. Получился ромбик. Это будет клюв совы. На полую деталь наношу Fima гель и приклеиваю клюв. На клюве иголочкой делаю два небольших отверстия. Из пластики синего цвета катаю два маленьких шарика. На глазках стеком с шариком делаю небольшие углубления и приклеиваю в эти места шарики синего цвета. Это будут зрачки. В качестве декора по краю крылышек иголочкой делаю небольшие углубления и отправляю сову запекаться. После запекания жду, когда глина остынет, и покрываю сову глянцевым лаком. Когда лак полностью высох, сверлю отверстие для штифта в середине верхней части кулона, после чего вклеиваю штифт в отверстие. При помощи соединительного колечка вешаю на кулон бейл. В бейл вставляю шнур. На концы шнура креплю концевики. На один концевик вешаю карабин, на другой колечко. Застежка готова. Посмотрите, какая чудесная сказочная совушка у меня в результате получилась. Мне очень нравится, как смотрится тонировка. Пудра удивительно красиво блестит и переливается, а глянцевый лак еще больше усиливает этот эффект. Кроме того, этот кулон еще и очень легкий.
так как он полый внутри. Очень надеюсь, что вам понравился мой мастер-класс. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Оставляйте ваше мнение и задавайте вопросы в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Желаю вам творческих успехов. До новых встреч!